Здравствуйте, дорогие мои раки! Это ваш астрологический прогноз на август 2023 года. Ретроградный Уран, Меркурий и еще Венера. Много разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем подробности. Но прежде всего, пожалуйста, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Тем самым больше раков могут узнать свой прогноз. Месяц начинается с полнолуния в вашем 8-м доме гороскопа. Здесь вы можете столкнуться с какими-то ситуациями, обстоятельствами, которые будут неожиданными, которые могут повлиять на ваше отношение ко многим вещам или к проблеме, которая долго за вами тянется. Это может быть все, что касательно выплат каких-то стипендий, каких-то кредитов. Может быть, вы будете принимать решение закрыть какой-то кредит, какую-то кредитную карточку. Или подписывать документы, чтобы принять наследство чье-то. Либо вы будете увольняться с работы и получать свой расчет. Вообще, 8-й дом означает кризисные ситуации, преодоление этих ситуаций, и полнолуние дает вам решительности для того, чтобы закрыть какой-то важный вопрос. Возможно, тема будет касаться здоровья, какие-то операции будете проводить, и сейчас будете принимать решение, где это делать, в какой больнице, к какому специалисту стоит пойти, поехать и взять консультацию. Что бы ни произошло в начале месяца, придаст вам силы. Вы будете действовать смело и решительно. В это время, если вам нужна помощь, обращайтесь, не бойтесь, идите только вперед. Но не забывайте, пожалуйста, про безопасность и соблюдение всех правил, особенно на дороге. Хочу напомнить, что ретроградная Венера до 4 сентября в вашем 2-м доме гороскопа. В это время не стоит экспериментировать со внешностью, не стоит делать какие-то пластические операции, надувать губы, груди или наоборот выкачивать из себя жир, потому что результат может вам не понравиться. Не делайте крупных покупок, недвижимости, автомобиль, а еще браться за ремонт, потому что он может затянуться на года. Ретроградная Венера также передает привет из прошлого, и вам могут позвонить ваши бывшие супруг или супруга. Если вы не хотите с ними общаться, достаточно не брать трубки. Ну и в этот период не стоит брать кредиты или деньги в долг. Возрастает вероятность, что отдавать вы их будете достаточно долго. 16 августа новолуние в вашем 2-м доме гороскопа. Все, что касается денег, это 2-й дом, и здесь, возможно, какие-то выплаты, заработные платы или премии могут прийти с опозданием. В новолуние вы можете потратить деньги из вашей копилочки на какие-то определенные товары или вещи. Но стоит помнить, что любые финансовые траты сейчас не вовремя. Подумайте о своей цели и вообще, на что вы тратите деньги. Новолуние придает нам остановку, чтобы мы на время задумались, а на что мы тратимся, а как мы получаем деньги, а может быть стоит поменять работу или взять подработку, чтобы поскорее добиться своей цели. Ну и вообще это время, когда мы немного устаем от бытовых каких-то проблем, от каких-то вечных задач, которые повторяются из месяца в месяц. Все это будет касаться денег, может быть коммунальной оплаты или оплаты аренды жилья. Все это немного сгустится над вами как туча, и вы можете даже психовать. Пожалуйста, раки, сохраняйте спокойствие, новолуние пройдет через 2 дня, то есть после 19 числа все нормализуется и придет в норму. 24 августа Солнце входит в ваш 3-й дом гороскопа. 3-й дом отвечает за обучение и общение. Ну, здесь Солнце придаст вам энергии, чтобы идти вперед, знакомиться с людьми, возможно, переписки с какими-то сотрудниками или коллегами, или друзьями, созвоны, встречи, подписание контрактов. Но опять же, да, будьте внимательны, потому что тут еще не только Венера ретроградная, но и Меркурий и Уран, о которых я чуть-чуть попозже расскажу. Любые поездки за город, это может быть дача, или по работе, это может быть командировка. Возрастает вероятность хороших продаж, если вы работаете в торговле. Ну и встречи с родственниками, 3-й дом означает братья и сестры. Может, пригласит кто-то вас на юбилей, на день рождения, на свадьбу или просто погулять. Ну и также 3-й дом это обучение. Возможно, вы примете решение, что вам не хватает знаний, и пойдете поступать в институт или на какие-то курсы. Либо просто будете читать важную информацию в интернете, которая поможет вам в дальнейшем.
Вообще любые знания в этот период заложатся к вам под корку надолго. Ну и Солнце — это еще госучреждение, может быть, придется посетить какие-то структуры, чтобы получить важный документ. Это может быть паспорт, загранпаспорт, визу кто-то захочет себе сделать, поставить, либо справки какие-то получить. А также Солнце вас будет освещать словно звезду, к вам больше потянется людей, захотят вашего внимания. Ну и если вы ведете свои соцсети, то больше получите лайков и подписчиков. Велика вероятность. В этот же день, 24 августа, Меркурий разворачивается в ретроградное движение в этом же третьем доме до 15 сентября. Вот теперь все, что касается подписания договоров и прочих важных действительно бумаг. Лучше отложить это время после 15 сентября, как я уже сказал. Не стоит ничего важного подписывать, есть вероятность, что вас обманут или вы попадете на деньги. Могут задерживаться транспортные какие-то услуги, не знаю, если вы ждете бумаги из другой страны, они могут прийти позже, либо вы улетаете куда-то в отпуск или в другой город, может поменяться расписание поездов и самолетов. В это время не стоит продавать жилье, продавать недвижимость, дом, участок или автомобили. Ну и вообще касательно серьезных решений, которые могут кардинально поменять вашу жизнь, вот здесь стоит немного задуматься, не торопиться. И вообще любые решения лучше переложить, отложить на середину сентября. Ну и также Меркурий будет находиться в своем обители, в своем доме, он любит третий дом. И все, что касается общения, все, что касается торговли, как я уже говорил, все может подвергаться сомнениям. Не подписывайте никакие договора, тем более если там указана какая-то большая сумма денег. Возможно, вас обманут, возможно, какие-то задержки, возможно, какие-то перетурбации, к которым вы лично готовы не будете. Ну и любая информация, любые новости, которые вы получите в этот период, может поменять ваши отношения как к близким людям, так и к партнеру. Будьте начеку и повнимательней. 28 августа Марс входит в ваш 4-й дом гороскопа. Марс — энергия резкая, дерзкая, агрессивная, импульсивная, вообще вот сейчас и здесь. А 4-й дом касается вашей родины, места, где вы жили, где вы родились, где провели самые лучшие годы, ваше детство. Вы можете принять решение, что отпуск вы проведете у себя дома, поедете за город, к родителям, к близким, к своему, так сказать, к своим корням. Вы захотите встретиться с людьми, с которыми вместе учились или с которыми вместе начинали свой путь. Встреча с мамой тоже вполне вероятна, потому что 4-й дом — это мама. Вполне велика вероятность, что вас пригласят на свадьбу, или на день рождения, или на какой-то праздник именно в том доме, где вы выросли, либо в том городе, где вы родились. Может быть, будут разговоры о недвижимости. Кто-то из родных, из родителей будет предлагать вам продать что-то, или поменять что-то, или сдать свою квартиру, или купить участок, пора уже, там, не знаю, дом строить, дерево сажать, детей рожать. Либо мама будет пролезать в ваши личные дела касательно жилплощади и что-то советовать или предлагать. Также 4-й дом означает заботу. Может быть, вы будете принимать на себя какую-то роль опекуна, либо заботиться будете о своих там бабушках, дедушках или даже чужих детях. Может быть, это будут дети вашего брата, сестры или вообще близких друзей. Любые переживания в эти дни будут проигрываться остро, потому что Марс все-таки это планета бушующая, такая ураган. Вы можете кардинально о чем-то думать, что да, надо брать себя в руки, надо брать вот под ответственность вот эту часть моей жизни. Нужно больше находиться с близкими, нужно больше находиться в родных краях. Не стоит торопиться с решениями, ко всему подходите рационально и обдуманно. 29 августа планета Уран разворачивается в ретроградное движение в 11-м доме гороскопа. Ретроградный Уран привносит в нашу жизнь туманность, хаос, мы теряем как будто баланс, и что-то уходит из-под нашего внимания и контроля. Что-то может поменяться в вашей жизни, какое-то ваше, не знаю, мировоззрение или взгляд на какую-то проблему или на каких-то людей. Вы словно будете смотреть все под другим углом. Возможно, обстановка на работе будет вас нагнетать, какие-то нововведения на работе, может новое начальство, новый человек в коллективе, который будет вас раздражать. Вот первое время, первые дни вы будете воспринимать все в негативном ключе. Ваши мечты и надежды могут в это время поменяться.
Может быть, вы поймете, что недостаточно денег для того, чтобы реализовать свои цели. Либо вы поймете, что нужно больше трудиться для того, чтобы приблизиться к своей мечте. Либо вообще вы мечту поменяете. Планы придется переписать именно для того, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы выровнять вот этот дисбаланс, который приносит нам в жизнь ретроградный Уран. Вы будете думать о друзьях, какие-то выводы делать, кто ваш близкий друг, а кто другом перестанет для вас быть. Ну и вообще вы захотите быть свободным. 11-й дом — это свобода, это независимость. Может быть, вы поймете, что вам одному лучше, хотя этот дом говорит о том, что один в поле не воин. Все-таки любые цели в вашей жизни по 11-му дому вы должны реализовывать в группе по интересам, в коллективе. Только благодаря другим людям вы действительно можете прийти к цели. Это важно понимать. И если вам хочется свободы, то стоит ее немного структурировать и вообще понять, в чем именно вам нужна свобода. В это время, возможно, вы найдете спонсора для своих каких-то проектов, если вы, допустим, открываете свой бизнес или хотите создать какое-то новое сообщество. Это может быть помощь другим людям, волонтерство, все, что связано, допустим, с бездомными животными. Вы сможете найти людей, которые дадут вам деньги на реализацию этого проекта. Ну и также в это время хорошо вести свои соцсети, они будут более популярны, они найдут отклик у других людей, возможно, придут новые подписчики или люди, которые будут заинтересовываться в вас или в вашем творчестве. В конце месяца, 31 августа, полнолуние в вашем 9-м доме гороскопа. Это уже будет второе полнолуние за месяц. 9-й дом гороскопа отвечает за дальние поездки, за путешествия. Может, вы будете принимать решение об эмиграции, или вы будете поступать в какое-то высшее образовательное учреждение. 9-й дом — это еще и высшее образование, куда-то за границу. Может, будете подавать документы о поступлении в институт абсолютно в другую страну или в другой город. Может быть, вы будете переезжать в другую местность только для того, чтобы учиться и развиваться. Знакомство с другими людьми, других культур, другой национальности. Это может быть и по учебе, и по работе. В это время вы можете получить какое-то покровительство человека или людей, словно вы будете вести их за собой, словно вы будете зажигать как звезда, вдохновлять всех своей идеей, и все вам поверят. Это хорошее время, чтобы вы написали план для достижения своей цели, некую такую стратегию. Полнолуние поможет вам сфокусироваться на важных вещах и расставить приоритеты. И это очень важно по 9-му дому. Ну и если вы хотите учить кого-то или обучать кого-то, может быть, вы сами себе делаете какие-то курсы и хотите потом делиться с людьми всей вашей информацией, то здесь снова 9-й дом вам в поддержку. Полнолуние поможет вам разобраться и со своими мыслями, и как сделать все грамотно. Остается только не бояться сталкиваться с чем-то новым, с тем, с чем вы еще не знакомы. Тогда все получится. Вот такой астрологический прогноз для вас, дорогие мои раки, на август 2023 года. Желаю вам удачи в любых начинаниях, в вашем творчестве. Развивайтесь, учитесь, познавайте что-то новое. У вас обязательно все получится. Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет много интересного. Всем до свидания.